Глава 205. Потрясенный селянь не мог вымолвить ни слова. Ши Цинцюань же, почесывая затылок, рассмеялся. «Ай-яй, ха-ха-ха-ха, а ведь я думал до конца притворяться другим человеком и наблюдать за вами, но у вашего высочества глаз оказался на редкость острым. Что поделать, наверняка все из-за моего незабываемого облика». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Селянь схватил его за плечи и обеспокоенно произнес: «Ваше превосходительство, повелитель ветров». Ши Цинцюань перестал хохотать, но все так же почесывал голову, которая, наверное, кишела овшами. «Ваше высочество, я ведь не повелитель ветров». «Хорошо». Цинцюань, сделав паузу, он все же спросил, что с тобой стало. «Ох, вы об этом, долгая история». В общем говоря, так и этак, там и сям. И вот я стал таким. Тут подали голос попрошайки из храма, что «Старина ветер». «Ты знаешь этих двоих?» Ши Цинцюань, повернувшись к ним, обнял селяня за плечо и с силой похлопывая, воскликнул: «Знаю. Это мои давние друзья». «Что? Твои друзья? Что ж ты сразу не сказал? Ну ты даешь, старина ветер. Выходит, ты знаком с такими изнеженными и избалованными красавчиками. Небось, опять заливаешь». Слушая их удивленные возгласы, селяню впору бы рассмеяться, но принцу почему-то вовсе этого не хотелось. Ведь из них троих, стоящих сейчас снаружи храма, именно повелитель ветров был когда-то самым настоящим, изнеженным и избалованным красавчиком. «Что вы болтаете?» — разгневался Ши Цинцюань. «Я никогда никого не обманывал, да ладно. Думаешь, мы забыли, какую чепуху ты тут нес, еще когда был болен?» Ши Цинцюань прокричал им в ответ что-то бессмысленное, потом добавил: «Я должен помочь своим друзьям. Я пошел». Все еще никто не хочет присоединиться. На этот раз народ в храме переглянулся и, поразмыслив, ответил: «Ладно, раз они твои друзья, это ж другое дело. Идемте, отправимся вместе со стариной ветром. Чтобы его, калеку, там не убили ненароком». «Ши Цинцюань, эй, что, правда не будет награды?» Не унимался кто-то. «Пусть денег не дадут, но хоть куриных ножек бросят погрызть». Селянь вкратце рассказал обо всем Ши Цинцюаню, и тот, ознакомившись с проблемой, подумав, сказал: «Если нельзя принуждать или сулить награду, быть может, пообещать накормить их все же не возбраняется. Они давно не наедались досыта. Главное, чтобы желание помочь не затмевало жажда наживы, остальное неважно. Думаю, это вполне допустимо». Но лучше сказать так, он что-то прошептал Ши Цинцюаню. Тот ответил: «Я тоже так считаю». Затем развернулся и обратился к людям: «Как дело будет сделано, мы вас всех накормим куриными ножками и напоим супом. Каждому достанется порция, даже если не согласитесь помочь. Обратите внимание, накормят не только тех, кто вызовется добровольцем. Главное — ваше желание». Обещание получилось отличное. Каждому достанется порция, согласятся люди помочь или нет, их накормят. Выходит, пришедшие на выручку и окажутся самыми настоящими добровольцами. Ши Цинцюань принялся зазывать: «Ну, кто еще со мной? Чем больше, тем лучше. Давайте, давайте. Скажите, всем денег не заплатят, нужно просто оказать мне услугу, ну а заодно помочь защитить столицу и всех ее жителей, неважно. Можете поступить, как вам вздумается, главное — добровольное желание. Как управимся, накормим вас всех досыта». Наверное, благодаря первому желающему помочь в мгновение ока холодная и враждебная атмосфера в храме сделалась теплой до небес. Некоторые попрошайки даже отправились оповестить других своих знакомых из бродячего люда. Селянь, Хуачен и Ши Цинцюань втроем стояли перед входом в храм. Принц поднял голову, увидев, что на месте священной таблички пусто, и невольно вспомнил тот заброшенный храм в поселке Богу, а также безголовую статую повелителя вод и статую повелителя ветров без руки и ноги. Он все-таки не смог сдержаться и повернулся к Ши Цинцюаню, неуверенно позвав: «Цинцюань». Тот сразу убрал руку с его плеча со словами: «Что такое?» «Ах, простите, ваше высочество, у меня немного грязные ладони, и ваше одеяние, ха-ха».
Он и правда оставил на белом одеянии селяня пыльные следы, и сначала хотел помочь их оттереть, но потом понял, что сделает только хуже, и вовсе опустил руку, неловко потеряв переносицу. Но селяню было вовсе не до того, сейчас его беспокоило другое. «Повелитель! Цинсюань, твоя судьба, что с моей судьбой?» Удивленно застыл Ши Цинсюань. Неужели черновод все-таки ее поменял? Тут Ши Цинсюань наконец понял, о чем говорит принц, и поспешно заверил: «Нет, нет, нет, вовсе нет. Вы ошибаетесь, он ничего мне не сделал». Селяню тоже казалось, что черновод все-таки не станет менять судьбу Ши Цинсюаня, однако продолжил спрашивать: «Но что с твоей ногой и рукой?» Ши Цинсюань вновь схватился за волосы и виновато ответил: «К этому он тоже не имеет отношения. Как бы вам сказать? Все это моя неосторожность, а также крайнее невезение. На самом деле, это только моя вина». Он не стал рассказывать подробности, и селянь не стал расспрашивать. Вот только каким-то таинственным образом теперешнее состояние Ши Цинсюаня все же совпало со своеобразным предсказанием, которое в гневе сделал Хэ Сюань в храме ветров, и вот. Неизвестно, что это за мистическое совпадение. Тогда мои магические силы внезапно иссякли, повинился селянь, и я не смог тебе помочь, мне поистине жаль. Ши Цинсюань замахал рукой: это изначально никак вас не касалось. И если бы ваше высочество не рассказали мне, что к чему, я бы, наверное, до самого конца оставался в неведении. Что же все-таки произошло после того дня? Выяснилось, что когда Хэ Сюань оторвал Шиуду голову, Ши Цинсюань впал в оцепенение и не понимал ничего, что ему говорит Хэ Сюань. Он лишь смутно помнил, что Хэ Сюань доставил его с острова Черных вод в столицу и бросил здесь. Неизвестно, почему Хэ Сюань выбрал именно этот город. Впрочем, Ши Цинсюань раньше все время любил заявить, что собирается отправиться в столицу, чтобы напиться вина и устроить пиршество, поэтому знал город довольно хорошо. Кое-как промаявшись некоторое время, он окончательно пришел в себя, скрыл свое настоящее имя и застрял здесь, среди бродяг и попрошаек. Лишившись магических сил и какого-либо статуса, Ши Цинсюань ошивался в таких трущобах, что вполне естественно, что чертогам верхних небес не удалось его отыскать. В общем, он тут ни при чем. И после этого я больше его не видел. Вот и хорошо, что не видел. В этом деле принять какое-либо решение было крайне трудно, что делать с таким человеком. Убивать или не убивать? К тому же перед смертью повелитель вот истратил последний вздох, чтобы жестоко поглумиться над Хэ Сюанем, и селянь тогда испытал настоящий страх за Ши Цинсюаня. К этому моменту, шумно болтая и крича, как раз вернулись попрошайки со своими разношерстными товарищами, старина ветер. «Мы тебе вон сколько народу привели». «Что скажешь?» Ши Цинсюань поднял большой палец вверх. «Отличная работа. Каждому достанется по куриной ножке, прокормить или всех, да это еще что. Прокормим и в 10 раз больше». Ши Цинсюань махнул рукой, и в ту секунду селяню показалось, что он вот-вот выбросит 100 тысяч добродетелей. С трудом придя в себя, принц прикинул приблизительное количество людей и с удивлением обнаружил, что им удалось созвать больше 200 человек. Это превзошло все ожидания селяня, и он обрадованно поблагодарил: «Ваш привоз. Цинсюань, ты поистине оказал мне огромную помощь». Довольный собой, Ши Цинсюань протянул: «Это вполне естественно, где бы я ни оказался, на мой зов откликаются сотни. Кто знает, возможно, мне даже удастся сколотить шайку и стать ее главой». Ха-ха-ха-ха, попрошайки за его спиной загоготали, опять старина ветер за старое. Ага, опять треплется попусту чего. Взвелся Ши Цинсюань. Я вам серьезно говорю, но его товарищи не унимались, желая спихнуть его с постамента хвастовства, и обратились к селяню: «Дружище, ты просто не знаешь, когда старина ветер только здесь появился, он совсем ничего не соображал, целыми днями только и знал, что нести чушь дабы хвалиться, что он был бессмертным богом». На лице Ши Цинсюаня отразилось легкое смущение, он тут же вздохнул: «Некогда вашу болтовню слушать, поберегите рты для куриных ножек». От их разговоров улыбка на лице селяня чуть померкла,
но в душе словно расправился смятый комок сюанченской бумаги. Повелитель ветров изменился, но в то же время остался прежним. И это замечательно. Ваше Высочество обратился к принцу Ши Цинсюань. Что нужно делать дальше? Людей мы собрали, теперь дело за вами. Пускай людей не хватало, это временная трудность. Для начала нужно организовать их, а потом уж думать, где взять еще. Хорошо, произнес Селянь. Теперь нам нужно отыскать свободное пространство, где все эти люди смогут поместиться. Пока принц общался с Ши Цинсюанем, Хуачен не вмешивался в разговор, думая о чем-то, и лишь теперь отозвался: легко. ГГ, следуй за мной. Селянь кивнул, Ши Цинсюань, прихрамывая, поскакал за ними, оборачиваясь и старательно зазывая: идемте все за ними, не отставайте. Принц хотел было поддержать Ши Цинсюаня под руку, но заметил, что никто больше не попытался этого сделать, да и сам Ши Цинсюань шел так же быстро, как и все, и Селянь, понимающе отступился. Шумная толпа всяческого сброда высыпала из своих трущоб на широкую улицу, но не прошли они и нескольких шагов, как услышали громогласный рев: «Стоять!» Что тут творится? Задумали беспорядки учинять, раз собрались посреди ночи такой толпой. Попрошайки испуганно насторожились, плохи дела. Дозорный Селянь даже не обернулся, поскольку Хуачен тоже не повернул головы, только сказал: «Не обращай внимания». Одна фраза, и солдаты повалились на землю. Потрясенные попрошайки удивленно заголосили, но Ши Цинсюань прикрикнул на них: «Тишина! Иначе сбежится еще больше солдат». Все люди в толпе сразу зашикали друг на друга. Тут Хуачен остановился и сказал: «ГГ, вот эта улица». «Это?» — переспросил Селянь. По расположению она и впрямь очень подходит, вот только не привлечем ли мы слишком много внимания. Широкая ровная улица тянулась прямой линией далеко вперед, являя собой главную дорогу столицы. Разумеется, здесь они не останутся незамеченными, да. Откликнулась толпа. Что если нас заметят и прогонят отсюда? Тогда быть беде не страшно, заверил Хуачен. Если даже заметят, прогнать не смогут. Селянь кивнул и обратился к людям: «Господа, я должен кое-что разъяснить. Мы готовимся противостоять очень зловредным тварям, и, возможно, это небезопасно. Но если они прорвутся, вся столица подвергнется этой опасности. Поэтому я должен быть уверен, что каждый из вас доброволец, без тени сомнения. Может быть, кто-то испугался и хочет отказаться от участия, молчание». «Хорошо», — продолжил Селянь. «В таком случае я попрошу вас взяться за руки и выстроиться в круг». «И что это за боевой порядок?» С сомнением спросил кто-то. Звучит так, будто мы должны, как малые дети, встать в хоровод. Ши Цинсюань шикнул: «Не болтайте попусту, делайте, что велено». «Старина ветер, тут ты ошибаешься. Надо сказать, никто из нас столько попусту не болтает, сколько ты наболтал». За разговорами и шуточками они все-таки сделали так, как сказал Селянь. 200 человек взялись за руки и встали в большой-большой круг на просторной и широкой главной улице столицы. Ши Цинсюань задал вопрос: «Если мы будем так стоять, те твари не ворвутся в столицу?» «Нет», — ответил принц. «Рано или поздно они прорвутся». «Но зачем тогда нужен этот круг?» В недоумении поинтересовался Ши Цинсюань. «Это ловушка. Когда магическое поле будет установлено, оно не позволит тварям, прорвавшимся сквозь защитный барьер столицы, разлететься во все стороны, а заманит их в этот круг. Так они окажутся в западне.